Акварельная техника, смешанная с азиатской техникой, рисуем композицию с белыми лотосами. Мне очень понравилась эта работа неизвестного мне художника, и я решила нарисовать для себя такую. Копировать работы, как я уже говорила, это совершенствовать мастерство, оттачивать мазки. А также вы убедитесь в том, что и вы можете создавать подобную красоту, приобретете уверенность в ваших мазках, а также в самом себе. Эта композиция, она целиком просто пропитана и по цвету, да, и по, собственно говоря, структуре такой глубокой инской энергии. И мы начинаем с того, что делаем заливку. Заливку я делаю достаточно легкую, подобрав оттенки, подходящие к композиции, зеленовато-голубоватые. В разных местах я наношу разную смесь цветов. Моя бумага очень хорошо впитывает влагу, и поэтому, когда вся влага высохнет, цвета проявятся очень красивым и между собой очень гармонично слитым образом. Лучше наносить справа налево или слева направо такими мазками. Сразу выбрать одно направление, можно и сверху вниз, но поскольку у нас горизонтальная композиция, то мы делаем это слева направо или справа налево. Как я говорила, моя бумага буквально впитывает краску как губка. И у меня достаточно влажная среда в том месте, в котором я нахожусь, и мне придется достаточно долго подождать, чтобы краска впиталась и высохла. Я также поставила круглую свечку, чтобы зарезервировать место для Луны. Я не буду целиком и полностью повторять композицию, а буду в ней кое-что менять, в зависимости от того, какого формата у меня бумага, а также от того, что я рисую в акварельно-азиатской смешанной технике. А также просто, если мне захочется что-то изменить, так как я рисую, это для себя. Итак, еще раз мы подчеркиваем Луну, когда уже наша заливка высохла. Для этого я снова ставлю для резервации подходящий мне по размеру круг и начинаю наносить уже более насыщенный голубовато-зеленоватый оттенок. Поскольку у меня уже есть готовая композиция перед глазами, то мне нужно просто опираться глазом на нее. Есть очень много художников, которые обладают очень хорошей техникой мазка, но при этом не так уж сильно в составлении композиции. Когда вы нарисуете множество других уже готовых работ, других художников, вам будет уже проще составлять свои композиции. Сейчас я наношу серединки лотосов, листьев лотоса. Как я это делаю? Точно так же, как мы с вами рисовали пион. Я набираю сначала воду на кисточку, чтобы у меня были водянистые окончания, затем зеленовато-голубоватый оттенок, и на кончик сажаю желтый. И толкающими движениями от края в центр я наношу уголки. Затем я начинаю прорисовывать листья лотосов. Мы с вами уже учились их рисовать. Можно и изнутри наружу, а можно снаружи вовнутрь двигаться. Я просто ставлю кисточку боком, делаю отпечаток и потом веду этот отпечаток вверх и вниз. В некоторых местах моя кисточка суховата, и я пользуюсь этим эффектом, чтобы создать такие красивые дыры, которые на самом деле дадут мне необходимый объем. Я могу искусственно создать сухое пространство в своей кисти, высушив кисть об салфетку, которая впитает влагу, или же даже руками распушить кончик кисти или нужное мне место. Так я поступаю со всеми листьями. Вы видите, что у листа есть динамика. Что я подразумеваю под динамикой? Что мазки я делаю разной величины, длины и высоты, а также ширины. В последнем листе, который я закончила рисовать, я оставила место по бокам, потому что этот лист будет заворачиваться. И в самом большом листе тоже внизу оставила место, чтобы сделать из него
лист-чашечку. Также я меняю и оттенки листьев, но в данном случае у меня перед глазами готовая композиция, я просто опираюсь оттенком на нее или же меняю в зависимости от того, как бы мне хотелось. Все те же мазки. Поставила кисть целиком боком, точку, и затем тащу эту точку туда и сюда. И один лист я намечаю совершенно практически прозрачным голубоватым цветом. Я не буду его прорисовывать. Просто набираю достаточно водянистый голубоватый. И еще один лист тоже обозначу просто пятном цветовым, набрав уже оттенок зеленого. Оставив все это высохнуть, через какое-то время я начинаю наносить прожилки. Кончиком кисти я это делаю, просто провожу линии. От центра наружу или изнаружи в центр, но гораздо удобнее из центра в наружу, поскольку затем у лотоса прожилка раздваивается к концу листа. Так я проделаю со всеми листьями. Сначала рисую круглую серединку, тоже кончиком кисти, и затем прожилки. Я могу прорисовывать их везде, а могу и не везде. Это зависит от того, как мне этого хочется. Оттенок, цвет я выбираю, исходя из того, какого цвета сам лист. А сейчас я подрисую чашечку своему листу. Для этого я беру коричневый, зеленовато-коричневый оттенок и мазками я беру, просто делаю отпечаток кисти, а потом тащу его в нужном мне направлении. Где-то я работаю только кончиком или опять ставлю просто точку, закругляю ее. Точно так же я поступаю и с другим листом, где я оставила место для того, чтобы нарисовать его завернутые кончики. Точно так же я ставлю отпечаток кисти, а потом тащу его в нужном мне направлении. Где-то работаю только кончиком, прижимая кисть наполовину без пяточки. Теперь я приступаю к цветам лотоса. Их мы с вами тоже уже прорабатывали. Я беру белый цвет. Белый цвет в минеральных красках достаточно густой, как гуашь. Это как белила. Я набираю сначала воду на кисточку, чтобы все-таки оставалась у меня светящаяся серединка у лотоса, а потом набираю белый цвет. И просто сначала ставлю кисточку кончиком, потом прижимаю и, прижимая ее все больше и больше в процессе движения, тащу к середине цветка. В конце прижимая совершенно целиком. Уже даже пяточку. Какие-то листья я заполняю целиком. Если бы я делала это кистью большего размера, то я бы делала это в один мазок. Но я люблю работать с средней кистью. Это кисть моя любимая кисть. Поэтому я стараюсь делать ею все, что возможно сделать, не прибегая к большой кисти. Хотя здесь формат достаточно большой, и было бы разумнее взять большую кисть и просто делать лепесток 2 мазка. Здесь мне приходится делать 3 и 4, чтобы иногда заполнить лист посередине. Тем же самым движением, что я рисую и незаполненный лист. Ставлю кисточку кончиком, а потом прижимаю и тащу, делая лист округлым в виде лодочки. Основная форма лепестка лотоса – это лодочка. Как вы видите, верхний ряд лепестков я рисую в отдалении от нижнего ряда, специально оставляя пустую серединку, чтобы там нарисовать коробочку. И бутон лотоса я прорисовываю аккуратно и не оставляю там места для коробочки. Он полураскрыт.
лишь несколько лепестков отведены в стороны. Теперь, чтобы выделить и подчеркнуть и сделать лотос более светящимся, я возьму желтовато-зеленоватый оттенок и буду обводить лепестки, но не все, выборочно, а также нарисую прожилки, но только в верхнем цветке, потому что он выделяется, находится в самом верху композиции, и я хочу сделать его акцентным. Я, по-моему, взяла слишком ярко, поэтому немного ввожу воды с белой краской, чтобы притушить. Когда вы смотрите на белые цветы, они не будут идеально белыми. Там всегда будут присутствовать оттенки желтовато-зеленоватого и даже серого. Вы потом увидите, какой эффект мы получим от того, что сейчас это проделываем. Некоторые лепестки я внутри заполняю этим желтовато-зеленоватым цветом. Они будут как будто бы светиться. Можно даже сказать, что как будто бы луна будет в них отражаться. Так я поступлю со всеми лотосами, но, как я уже и говорила, я буду выборочно некоторые лепестки заполнять, а некоторые обводить. Прожилки я прорисовываю только в верхнем лотосе. Каким движением я это делаю? Я это делаю методом заполнения, методом закрашивания, но не таким закрашиванием, как мы раскрашивали в детстве раскраски, а все-таки опираясь на мазок. Я сначала прижимаю кисть кончиком, а потом тащу ее в нужном мне направлении, прижимая или поднимая, утолщая в зависимости от того, что в данный момент требуется по той форме, которую я заполняю. Обвожу я листья кончиком кисти. Этот самый нижний цветок лотоса особенный. В нем я буду показывать коробочку. Поэтому его серединку я заполняю очень светло. К тому же там достаточно белил, и желтовато-зеленоватый оттенок ляжет очень светло. Там я буду прорисовывать коробочку. Бутон белый я же не трогаю вообще. К сожалению, настолько влажным был мой лист лотоса на тот момент, когда я наносила прожилки, что мне приходится их прорисовывать еще раз. Не рассчитала я, насколько влажным это было. Сейчас у нас очень влажный воздух в том месте, где я нахожусь. Поэтому бумага сохнет очень долго. А сейчас я буду заполнять лист-чашечку более темным оттенком по краям, чтобы придать объема. Как я это делаю? Просто я ставлю отпечаток и тащу его в нужном мне направлении, прижимая или поднимая кисть. Краска растечется и гармонично впишется в другую краску. Это свойство бумаги достаточно высокой текучести. Также я нанесу прожилки и на завернутые и вывернутые листы лотоса. Делаю я это кончиком кисти цветом подходящего оттенка. За это время та краска, которой я подчеркивала луну, тоже впиталась, но, к счастью, оставила все-таки свой оттенок.
Теперь я возьму более темный, более насыщенный и еще раз нанесу еще один слой. Я не боюсь, что он не будет достаточно гармонично сливаться, потому что, как я говорила, у меня здесь достаточно влажно, и предыдущий слой тоже еще достаточно влажный, и эта краска гармонично вольется в предыдущий слой, сольется и разольется с ним. Точнее, сольется с ним и разольется по нему. Аккуратными касаниями кисти, просто ставя отпечатки. На моей бумаге достаточно просто ее коснуться, чтобы она начала взаимодействовать с краской. Поэтому легким касанием кисти, буквально точкой. Там, где нужно мне просто подчеркнуть форму, а в остальных местах уже гораздо более соприкасаясь и более прижимая кисть. Точно так же я подчеркиваю контуры лотоса в нескольких местах. Сейчас я буду прорисовывать круги на воде. Для этого я намешаю голубовато-зеленоватый, больше даже зеленоватый цвет, но достаточно разбавленный водой. Когда бумага и краска высохнет, то цвет проявится, и проявится достаточно аккуратно. Поэтому я и намешала светлый оттенок, потому что я не хочу, чтобы круги сильно выделялись на общем фоне. Я просто прижимаю кисть отпечатком и тащу ее в нужном мне направлении, прорисую линию. В остальных местах я просто ставлю отпечаток и тащу его, или работаю просто отпечатками, оставляя точку. Так я заполняю пространство в нескольких местах. Здесь я уже не придерживаюсь сильно той композиции, которую вы видели в начале видео, а более импровизирую, исходя из того, какая у меня бумага, какой формат и в том, в каком стиле я работаю. В какой-то момент круговидные вот эти точки должны перейти постепенно в горизонталь. В нескольких местах я еще додаю немного отпечатков. Теперь я начинаю прорисовывать коробочки в цветах лотоса. Для этого я намешала желтовато-зеленоватый, более желтоватый оттенок и сначала прорисовываю круг. Сначала задавая ему форму кончиком кисти, а потом начинаю прорисовывать. Форму задаю кончиком кисти, а прорисовываю отпечатками или же мазками. Здесь уже идет детальная прорисовка и закрашивание. Так я поступаю со всеми цветками лотоса, кроме бутона. Я все-таки решила нарисовать еще один лист. Для этого я намешала легкий голубоватый оттенок и достаточно водянистый, и просто задала его цветовым пятном. За это время краска на листах, которые изогнуты, впиталась, и мне приходится еще раз прорисовывать прожилки, так как те были нанесены еще на достаточно влажную краску и разошлись и впитались. Теперь я прорисовала один стебель лотоса, но оказалось там еще достаточно сыро, и я пока это оставила. И перешла на лотосы, начиная прорисовывать им тычинки. Для этого я просто взяла яркий желтый и тонкую кисть, малую тонкую кисть, и просто ставлю точки вокруг той коробочки, которую я нарисовала в центре. Так я поступлю со всеми цветами.
Такие же точки я и ставлю на всех остальных цветках лотоса. Также я затем введу такие же точки, но другого оттенка, более зеленоватого и даже оранжевого. А в некоторых местах я не просто ставлю точки, а прорисовываю тычинки целиком, просто делая линии. Все зависит от ракурса, в котором в данный момент я вижу тычинки. Здесь, где видна коробочка, я на переднем плане везде прорисовываю линии. Желтоватые, затем более оранжевые, и в конце, когда я уже стану рисовать тычинки черным цветом, точнее не тычинки, а когда я буду прорисовывать семена в коробочках, то я и некоторые тычинки тоже дополню черным цветом. Как я рисую семена в коробочке? Я набираю черный, примешав туда Сейчас, когда уже все достаточно подсохло, я начинаю прорисовывать стебли лотосов. Стебли лотосов не прямые, достаточно редко они стоят прямо. Как правило, они немного изогнуты или достаточно извилистые. И все равно немного поплыло, поэтому сейчас я немного затушую это место, намешаю достаточно светлый оттенок, подходящий к стеблю лотоса, и добавлю его вокруг тех кругов на воде, которые я уже делала. Делаю я это касанием бумаги, оставляя точки, отпечатки. Бумага все еще сырая и все достаточно хорошо расплывается в ней. Я прорисую таким цветом вокруг кругов, оттеняя некоторые места, но не уходя слишком глубоко. Я немного подождала еще, когда все подсохнет, и продолжаю рисовать стебли. Опять намешала тот же самый зеленовато-голубоватый и начинаю проводить стебли. Как я это делаю? Я ставлю точку, прижимая кисть наполовину и веду ее в нужном мне направлении. Просто тащу эту точку. Сейчас я рисую коробочку уже у опавшего лотоса. Я нарисовала ее отпечатками, сделав вверху закругление. Сейчас я приступаю к траве лотоса, тем же самым голубовато-зеленоватым. Рисую так же, как рисуется трава, листья у цветка орхидеи. Я сначала кончик ставлю, а потом начинаю прижимать кисть и опять поднимать в конце. Я могу делать это в разных направлениях, сверху вниз и снизу вверх. Никогда, если вы рисуете в азиатском стиле, не крутите лист бумаги, а крутите только руку. Теперь я буду рисовать ту же траву лотоса, только уже другим оттенком, ярко-зеленовато-желтоватого цвета. Все те же самые движения с кончика кисти, и в процессе того, как я веду кисть в нужном мне направлении, я ее прижимаю, а затем опять поднимаю. Если мне нужно более тонкая линия нужна, я ее поднимаю, а если более толстая или просто отпечаток, на котором я могу остановиться, то я ее прижимаю к бумаге. Стебли у травы в некоторых местах я прорисовываю
тем движением, которым мы рисовали стебли и у пионов, и у розы. Я ставлю либо только кончик, либо кисть наполовину прижимаю, либо целиком, в зависимости от той толщины стебля, которая мне нужна, и толкательными движениями от локтя вверх и немного назад, вверх и немного назад, если я двигаюсь снизу вверх, а если сверху вниз, то вниз и немного назад, вниз и немного назад. И затем на этот стебель я насаживаю листья. Траву я располагаю в нескольких участках. Внизу и вверху. Как вы видите, вся композиция в основном сконцентрирована внизу, как по цвету, так и по массам. А кверху она все более легчает по цвету, а также по массам и утончается, заканчиваясь прозрачной, полупрозрачной луной, подчеркнутой внизу цветком лотоса. И вверху у цветка лотоса очень изящно есть выходящая трава. Ее обязательно хочу прорисовать. Некоторые листы травы здесь очень красиво перегибаются друг с другом. Это подчеркивает уходящую вверх по легкости композицию и задает некоторый акцент вверху. Сейчас я прорисую маленькие водоросли внизу. Как я это делаю? Беру сильно насыщенный зеленый, даже смешав его с черным, и рисую как бы веера. То есть я рисую как бы веер палочками. И в нескольких местах намечаю водоросли, которые может быть видно сквозь воду. Рисую их группами в нескольких местах. И теперь мне осталось нарисовать пупырышки на стеблях лотоса. Я просто ставлю точки, либо самым кончиком кисти, либо все более ее прижимаю, в зависимости от необходимого мне размера. Они чередуются достаточно хаотично. Я для этого намешала достаточно очень темный цвет, смешав зеленый, синий и черный, более даже к черному цвету. Так я поступаю со всеми стеблями лотоса. Как это обычно бывает, можно что-то забыть. И к нескольким листьям и цветам я забыла подвести стебли, что сделала сейчас. И прорисую коробочку тем же самым черно-зеленовато-голубоватым, которыми я рисовала пупырышки. Просто поставлю отпечатки для семян и проведу несколько линий, чтобы подчеркнуть разбухшую форму коробочки. И на оставшихся нарисованных мной в конце стеблях рисую пупырышки. Последние штрихи. Композиция готова. Осталось только подождать, когда работа высохнет, чтобы окончательно о ней судить, нанести каллиграфию, поставить печать. Благодарю за просмотр.